В обычный четверг в школе Брантона в пригороде Денвера на 4-м уроке алгебры в классе царила скука. Ученики больше смотрели на часы, чем на уравнения на доске. Учитель, мистер Харпер, был известен своим сарказмом и коротким терпением. Его уроки воспринимались скорее как испытание, чем как обучение. Когда за дверью послышался скрип швабры, Харпер усмехнулся и, постучав маркером по доске, сказал: «Смотрите, кто мимо проходит. Мистер Льюис, может, поможете решить уравнение?» Мистер Льюис, пожилой уборщик школы, тихо заглянул в класс. Он не улыбнулся, не отреагировал, просто вошел, поставил швабру у стены и, подойдя к доске, спросил: «Можно попробовать?» Харпер, удивленный, кивнул. В классе наступила тишина. Льюис взял маркер и начал решать уравнение. Уверенно, спокойно, шаг за шагом. Он объяснял просто и четко, будто рассказывал, как сварить чай. Когда он закончил, доска была заполнена безупречным решением. «Один из способов», — сказал он и вернулся к двери. Ученики были ошеломлены. Один прошептал: «Он правда это все в уме сделал?» Харпер подтвердил: «Да, все верно», но уже без обычного сарказма. В голосе была растерянность и уважение. К тому времени, как прозвенел звонок, видео, снятое одной из учениц, уже облетело соцсети. Подпись: «Наш уборщик уделал учителя алгебры». Учителя обсуждали увиденное. Оказалось, что за шваброй скрывается бывший инженер с образованием, который когда-то учился в университете Колорадо, но бросил учебу, чтобы ухаживать за больной матерью. После ее смерти он не вернулся. Жизнь пошла по другому пути. Теперь ученики приходили к нему не за тряпками, а за советом. Один спросил: «Мистер Льюис, вы даете уроки?» «Давненько не давал», — ответил он с улыбкой. Так начались вечера с Льюисом, неформальные занятия в школьной библиотеке. Он не требовал дисциплины, не ставил оценок. Он просто помогал ученикам поверить, что математика — это не страшно. Учителя поначалу наблюдали со стороны. Потом начали заходить. Даже мистер Харпер, вначале раздраженный вниманием к уборщику, однажды присел рядом и произнес: «Ты напомнил мне, зачем мы вообще этим занимаемся?» Спустя месяц директор предложил сделать занятия официальными. Но Льюис отказался. Пусть приходят не потому, что обязаны, а потому, что хотят. На школьной выставке среди громких проектов скромный стенд под названием «Уголок мистера Льюиса» был самым людным. На нем письма учеников, которые раньше боялись математики, а теперь верили в себя. Он не стал учителем по профессии, но стал им по сути. И теперь, проходя по коридору, он слышал не «уборщик», а «Здравствуйте, мистер Льюис». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.